Приветствую! В эфире Магданская афиша. Как и где провести время, приятно используя в областном центре, расскажем прямо сейчас. Они возводят дороги, строят жилье и благоустраивают город. 12 августа строители отметят профессиональный праздник. Для ударников этой отрасли состоится праздник библиотеки имени Пушкина. Именно от труда строителей зависит облик городов и поселков. В Магаданской области сегодня идет работа на многих объектах. Возводятся спортивные, медицинские, образовательные учреждения, строятся дома. Профессия строителя одна из самых почетных и уважаемых. За каждым проектом стоят трудолюбивые специалисты, преданные своему делу. У каждого строителя свое направление, но вместе представители отрасли способны создавать целые населенные пункты. И там, где еще недавно закладывали первый камень, сегодня стоит красивое современное здание. 12 августа в Магадане в парке «Маяк» состоится городской литературный фестиваль «Куваевский костер». В этом году мероприятие посвящено году народного искусства и нематериального наследия народов России. Куваевский костер – это большой и яркий литературно-музыкальный праздник, на котором выступают и общаются со зрителями поэты, литераторы и музыканты. Магаданцев порадует яркий праздничный концерт на берегу Охотского моря. В 16:30 состоится развлекательная программа для детей. Мальчишек и девчонок ждут увлекательные конкурсы, игры, викторины и, конечно же, призы. А в 17:00 начнется основная программа фестиваля. Куваевский костер будет гореть для всех, кто придет послушать стихи и песни магаданских артистов. Каждый пришедший сможет окунуться в удивительную творческую атмосферу и насладиться гостеприимным теплом Куваевского костра. В эту субботу, 13 августа, в Магадане пройдут мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Этот праздник отмечают тренеры и спортсмены, те, кто бегает по утрам, посещает бассейн и в целом старается держать себя в форме. По традиции в областном центре будет организовано несколько площадок, на которых пройдут массовые спортивные события. Открывает череду соревнований городской стадион. Там с 10:30 среди ребят, отдыхающих в спортивно-оздоровительном комплексе «Снежный», пройдут соревнования эстафеты. Далее с 12:20 команды сразятся в футбольном матче. Участников и болельщиков ждут турнир по баскетболу 3×3 и соревнования по волейболу, которые пройдут на верхней площадке городского парка. А еще на площадке ГТО самые сильные и выносливые продемонстрируют свои навыки в народном жиме. В зоне отдыха «Горняк» с 12:00 региональное отделение Всероссийская Федерация самбо проведет состязания среди своих воспитанников по пляжному самбу. В 12:00 в сквере «70 лет Магадану» среди юных магаданцев организуют 7 спортивно-развлекательных площадок путешествий по туристической тропе. Детей познакомят с понятием туризм, вместе будут развивать ловкость, силу, быстроту и сообразительность. В конце мероприятия за прохождение всех площадок дети получат сертификат юного туриста. 27 августа в стране отмечают День российского кино. К празднику всех, кто создает кино, и миллионов увлеченных этим искусством зрителей приурочена всероссийская акция «Ночь кино». Впервые киноночь в культурном календаре россиян появилась в 2016 году и стала ежегодной. Во время фестиваля организуют бесплатные показы новых российских фильмов, самых значимых кинокартин последних лет. Среди участников праздника множество культурных учреждений Магаданской области. Магаданская областная библиотека имени Пушкина. В прошлом году, например, там проходила фотовыставка «Летопись» и фотосушка, кинолотерея и проверка зрительских знаний кинематографа. Самая крупная площадка акции «Ночь кино» в Магадане – кинотеатр «Горняк», где и проходят основные показы. И еще один постоянный участник – Магаданский государственный музыкальный и драматический театр. Артисты драмы, оперетты, хора, балета и оркестра театра представляют концертную программу из песен из любимых фильмов и музыки кино. А пока на этом все, мы будем дальше рассказывать о том, что происходит в городе и куда можно сходить в свободное время. До новых встреч! Меня боятся даже великаны и драконы! А я очень боюсь получить плохую оценку. И меня будут за это ругать в школе и дома. Даже рыцарям иногда нужна помощь. Детский телефон доверия 8 800 2122. Получил? Вот на тебе еще! Пиу! 8 800 2122.